Привет, друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. И в этом видео мы приготовим с вами вот такие аппетитные закусочные слойки, которые вы можете приготовить к любому праздничному столу. И сразу скажу, что в описании под видео я вам оставлю ссылочки на разные закусочные слойки и с разными начинками, так что заглядывайте. Ну а сейчас пойдемте готовить вместе со мной. И сразу натрем любой твердый сыр, который нам понадобится для обоих вариантов. У меня сыр скаморца, а вы натирайте любой на ваш вкус. Но не рекомендую брать моцареллу для этих слоек. И натираю я его на крупной терке. Натерли, а теперь натрем кусочек сыра пармезан, но это не обязательно для этих слоек. Его я натерла на мелкой терке. А теперь беру слоеное тесто прямоугольной формы и складываю пополам, чтобы понять, где серединка, и разрезаю на две равные части. Затем посыпаем сыром, не доходя немного до края. Я еще посыплю тертым пармезаном, но, как я уже говорила, это не обязательно. Видите, мы посыпали сыр, не доходя немного до края. А теперь берем любую мясную нарезку и выкладываем сверху. У меня это мортаделла. А теперь смажем водой краешек теста. И аккуратненько закручиваем в рулетик. И теперь нарезаем на вот такие маленькие кусочки. И получатся маленькие слойки на 1-2 укуса. И отправляем их в форму для выпекания. И перейдем ко второму варианту. Также посыпаем сыром, не доходя немного до края. Равномерно распределяю сыр по всей поверхности. И теперь нам понадобятся грибы. Я уже их поджарила на сковороде с чесночком, горьким перцем и добавила петрушку. И измельчила их как можно мельче. И выкладываю их сверху. И вот таким образом. И теперь закручиваю в рулетик. Не забываем смазать водой край теста, так оно лучше запечатается. И также нарезаем на маленькие кусочки. И выкладываем в форму для выпекания. Вот такие слоечки мы с вами приготовили. А теперь беру желток и добавляю немного молока. И хорошенько перемешиваю. И смажу все слойки. Намного удобнее смазывать их вот таким образом. Так получается быстрее. И теперь можно их отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю до красивой румяной корочки.
Послушайте, как они запекаются. Сыр плавится, будет очень вкусно. И подаем. Я вам советую подавать их в горячем виде, так намного вкуснее. И с начинками можете экспериментировать, как только пожелаете. И вот такие аппетитные закусочные слойки у нас получились. Внутри мягкая начинка, а снаружи тонкое хрустящее тесто. Это очень вкусно. А самое главное, что это еще и быстро. Такая закуска подойдет к любому фуршетному и праздничному столу. А как мы знаем, на праздничном столе закусок много не бывает. Давайте я вам покажу их поближе. Смотрите, какие маленькие, симпатичные и сколько внутри начинки. Эти с грибной начинкой, а эти с мясной. Сейчас попробую. Очень вкусно. Если вам понравилось готовить вместе со мной, ставьте пальчики вверх, и мы обязательно встретимся в следующем видео. Ну и на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!